Оккупанты убили 2 французских волонтеров. В Крыму ликвидирован российский генерал, а имущество Олега Царева арестовано. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Конфликт Залужного и Зеленского. Кому добавляет больше баллов и существует ли он? Теоретично може набрати більше, ніж діючий президент, якщо вибори будуть завтра. Кто виноват во всех проблемах европейских фермеров и в какой стране они уже сдались? Я также считаю это предложение комиссии ЕС абсолютно достойным критики. Армения больше не считает Москву партнером и будет дружить с Францией и Штатами. Но этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наш канал. Это всего несколько секунд. Поехали. Россияне обстреляли центр Херсона. Разрушено 3-этажное здание и несколько домов вокруг. Известно о нескольких пострадавших. Пишет об этом и выкладывает видео в свой телеграм-канал глава областной администрации Александр Прокудин. Накануне российские авиабомбы убили французских волонтеров в Береславе, тоже на Херсонщине. Еще 3 иностранцев ранены. Об этом пишет офис генерального прокурора в телеграм. Там пишут, что атака была совершена предположительно дронами, а вот в силах обороны Юга говорят, что это российские управляемые авиабомбы, которые продолжают прилетать в жилые дома недалеко от линии фронта. Так, на жаль, ворог продовжує терор авіабомбами, навіть там, де населені пункти майже зруйновані і фактично кожна будівля зазнавала ураження, в тому числі і під час бомбардувань, вони продовжують артилерійські обстріли. На жаль, вчорашня доба ознаменувалася і тим, що в Береславському районі під обстріл потрапила команда волонтерів, в тому числі іноземних, 2 з яких загинуло, 3 поранені. І це говорить про класичний приклад тероризму російського, коли вони обстрілюють населені пункти там, де зосереджені мирні громадяни. Зокрема, і робота команди волонтерів говорить про роздачу гуманітарної допомоги, яку росіяни накрили своїм вогнем. На гибель французских граждан уже отреагировал и президент Франции в социальной сети X, бывший Твиттер. 2 французских гуманитарных работника были убиты в Украине в результате российского обстрела. Трусливый и недостойный поступок. Я думаю об их пострадавших близких и товарищах. Я выражаю солидарность всем волонтерам, которые стремятся помочь населению. Украинский президент также написал сообщение в Твиттер о том, что российский террор не имеет границ. В Крыму ликвидирован российский генерал Татаренко, командир авиационной эскадрильи. Во время удара по аэродрому Бельбек, кроме генерала, еще 9 российских военных были ликвидированы. Об этом пишет телеграм-канал «Крымский ветер». 2 ракеты поразили командный пункт 38-го авиационного полка истребителей, и еще одна атаковала пункт связи аэродрома. Ракеты якобы прошли по необычной траектории прямо над морем, поэтому их не увидела российское ПВО. А в самом Минобороны РФ рапортовали о том, что сбили 17 украинских ракет на подлете, а 3 над территорией Крыма. Залужный впервые раскритиковал украинскую власть. Главнокомандующий ВСУ в колонке, которую написал для CNN, заявил, что украинская оборонная промышленность частично монополизована, а несовершенность законодательства приводит к проблемам с производством оружия. Мы остаемся ограниченным несовершенством нормативно-правовой базы в нашей стране, а также частичной монополизацией оборонной промышленности. Это приводит к узким местам в производстве, например, боеприпасов, что еще больше углубляет зависимость Украины от союзников в вопросах поставок. Политтехнологи расценивают эти слова как первую критику власти, прозвучавшую от главнокомандующего. Якщо б Зеленський, у нас була інформація, що Зеленський звільнить Буданова, такого там бурхливого обговорення не було, тому що не існує в інформаційному полі інформації, що є конфлікт між Будановим і Зеленським. Розумієте? І тому що не існують рейтинги, де Залужний, точніше Буданов, теоретично може набрати більше, ніж діючий президент, якщо вибори будуть завтра. І тому що історія про
гіпотетичний або реальний конфлікт між Залужним і Зеленським, вона не вирішена в информационном поле. Недвижимость предателя и коллаборанта Олега Царева в Украине арестована по решению суда. Общая стоимость всего арестованного имущества почти 500 миллиарда гривен. Об этом пишет Служба безопасности Украины в своем телеграм. Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке в Киевской области, а также 2 имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории Кирова и музее усадьба княгини Борятинской, где сейчас проживает Царев. Польские фермеры планируют новую забастовку. С 9 февраля по 10 марта они снова заблокируют пункты пропуска на украинской границе. В некоторых районах будут перекрыты дороги, а в профсоюзе написали целое гневное письмо. Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларация о сотрудничестве с Еврокомиссией и заявление о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку. Фермеры недовольны предложением Еврокомиссии еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС. Очень важно, что многие аналитики считают, что доказательств того, что импорт сельскохозяйственной продукции из Украины наносит финансовый ущерб европейским фермерам, нет. Цены на сельскохозяйственных рынках сами по себе этого не позволяют. Нет абсолютно никаких доказательств того, что импорт из Украины действительно вреден для европейского сельского хозяйства. Вы должны учитывать, что многие из этих импортных товаров из Украины – это фуражное зерно и кукуруза. Производители кормов для животных используют это сырье для производства недорогих кормов, что очень важно для всей перерабатывающей промышленности и для молочной отрасли. Так хотим ли мы создать трудности и помочь зерновым фермерам? Или мы просто хотим продолжать разрешать эти потоки товаров? Я также считаю это предложение комиссии ЕС абсолютно достойным критики и не верю, что что-то можно решить таким быстрым способом. С другой стороны, комиссию ЕС необходимо защищать, потому что довольно сложно вносить какие-либо серьезные изменения незадолго до европейских выборов. Я считаю, что в данный момент национальные правительства должны делать больше. Интересно, что фермеры во Франции, требующие справедливых цен и сокращения бюрократических проволочек, 2 февраля начали снимать блокаду по всей стране, после того, как правительство пошло на новые уступки. Французские фермеры говорят, что правительство президента Эммануэля Макрона теперь должно быстро выполнить свои обещания, а это отказ от планов повышения налоговых отчислений на дизельное топливо для тракторов, смягчение правил использования пестицидов, ну и так далее. Люди сыты по горло, мы это ясно видим. Учитывая масштабы мобилизации, мы знаем, что уровень сытости достиг своего максимума. И в результате здесь, я думаю, если мы не добьемся своего, все начнет двигаться снова. Это точно. Армения больше не может полагаться на Россию. Москва неоднократно подводила ее, поэтому Ереван должен подумать о налаживании более тесных связей с Соединенными Штатами Америки и Францией. Поэтому Россия больше не может быть главным военным партнером. Я вижу легитимность в международно признанных границах Республики Армения иметь сильную и боеспособную армию – законное право каждой страны. Но этот вопрос требует дальнейшего обсуждения, потому что если у вас есть сильная и боеспособная армия для достижения законных целей, никто не может сказать, зачем вы укрепляете свою армию. Проблемы могут возникнуть, если вы поставите цель, легитимность которой может быть поставлена под сомнение на международном уровне. Пашинян хочет заняться укреплением армии. К тому же Армения ратифицировала Римский статут и теперь присоединилась к Международному уголовному суду, вызвав недовольство России. Ведь теперь Ереван должен будет арестовать Путина, если тот вдруг посетит страну. «Мир становится меньше для автократов в Кремле», сказала глава Евросоюза Урсула фон дер Ляйен после ратификации Римского статута Армении. By chanting, Phil, Phil, Phil. It's Punxsutawney Phil.
Okay, we have a decision. Glad tidings on this Groundhog Day. An early spring is on the way. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, как обычно. Напоминаю, что важна любая ваша реакция, как минимум для нас и как максимум для YouTube, который тогда понимает, что это видео можно показывать большему количеству пользователей. На этом все, до встречи и хороших вам новостей.